Нашла арендатора у озера, телефон которого просто нереально было найти в интернете. Нашли, позвонили в исполком. Вот такая вот свалка находится, смотрите. Красота. Здесь платная рыбалка, 0,1 базовой величины. Вот такая вот свалка, и никто ничего не убирает. Здесь в деревне Должа все дома продаются. Мы сейчас ищем, где купить путевку, потому что стоят аншлаги, что рыбалка платная. Вот. И мы не знаем, типа, что нам делать, потому что я нашла этот водоем в списке арендованных водоемов. Хотела сейчас на нем порыбачить. Номера телефона не найти. Звонили в исполкоме дали номер телефона, и мы не дозвонились. Дом номер 14, на аншлагах было написано, что продажа путевок осуществляется с 7, если не ошибаюсь, до 15 часов дня. Мне просто интересно, что это за такая платная рыбалка, и как здесь путевки продают, и почему концов и края в этом месте не найти. Ничего не делают, ни съездов к лесу нет, ничего. Вот мы реально на огромном одном озере и на втором озере, на котором осуществлена платная рыбалка, увидели пару мест. Путевки написано на аншлагах, что можно купить и в деревне Должда, и в Поставах, а мне теперь сказали, что только можно купить в Поставах. Вы шо там вообще? Платная рыбалка. Я в шоке просто, реально просто в шоке. Едешь, бляха-муха, за 200 километров от Минска. Трубку не берут, ничего не берут. Ну, значит, будет вот такой вот отзыв. Стоит большое озеро, на нем есть один вонючий какой-то кемпинг. Да, там, конечно, красиво, только там беседка на беседке, и все люди садятся друг другу на головы. Огромное длинное озеро, ничего не сделано для людей, все сделано как для собак. Вот, пожалуйста, садитесь все в одном месте, но только не близко к береговой линии. Не ставьте свои палатки на береговой линии, ставьте их 200 метров от... В чем прикол вообще? В чем прикол продавать путевки на платную рыбалку и не готовить для рыбаков береговую линию? Как может быть на таких огромных водоемах? Как может быть на таких огромных водоемах по одному месту с одной стороны? Я не понимаю, где рациональное использование вообще природных ресурсов. Кроме того, на этих водоемах, которые находятся, они, эти озера, вы думаете, что все бесплатное? Оказывается, все нафиг почти платное. Почти все озера, которые вы видите, более или менее приличные, они платные и отданы под промысловое рыбоводство и любительскую рыбалку. И знаете что? На берегу этих водоемов настроена куча домов, куча коттеджей, а для рыбаков мест нет. Но платная рыбалка организовывается. Что это за херня? Я сегодня хотела купить путевку, но у меня не получилось, потому что там, где ее должны были продавать, ее нет. Нормально? Ненормально. Это ужасно. Я не знаю. Это просто, непостижимо, как такое может быть. Ужас. Найдем мы место на бесплатном водоеме уже, или нет, Ну что за дела? Я думала, что на платнике мест будет. Потому что кому надо в такой сезон ездить на платники? На такие. А оказалось... Ой, ребята, ну что, наконец-то нашли место. Вот такая вот большая поляна. В принципе, нам на двоих хватит. Где-нибудь наверху поставим палатку, а может внизу. Есть кострище. Да, Рамс? Все, ты уж уже накупался? Ты здесь не покупаешься, друг мой. Не получится, здесь глубоко, Рамс. Вот озеро. Озеро, на котором сейчас будем ловить рыбку. Ставить лагерь сначала, а потом ловить рыбку. Единственное, ребятки, придется взять мусорный пакет. Видите, вот все вот это вот дело, что они тут накидали люди, поубирать. Ну ничего, поубираем. В качестве корма буду сегодня
использовать лещ спорт черный РС и крупный лещ спорт. Это карьер, затопленный рекой. Здесь дно такое, я вот сейчас посмотрела, песчаное. Насколько он глубокий, я не знаю, надо будет посмотреть. У меня есть холод. Буду сейчас, вот когда все смотреть, проверять, буду вам все рассказывать и показывать. Рыбалка ночная запрещена, поэтому в обязательном порядке выставляю палатку для того, чтобы в ней переночевать, отдохнуть, набраться сил. Я сегодня проколесила около 5 часов в поисках места. Я просто катастрофически расстроена из-за того, что на территории Нарочанского заповедника невозможно найти нормальных мест для рыбалки. Ну все, ребят, как вы видите, сзади установлена палатка, она находится практически возле берега, здесь рядом кострище, там вон сзади место для меня, для оператора, прикормка уже заварена, остается разобрать один фидер, потому что сейчас период весеннего запрета, и, наверное, приступать к рыбалке, искать точку ловли, а может быть сначала попить чайку с чем-нибудь вкусненьким, сладеньким, а тогда уже начинать ловить. Наконец-то все разобрала, наконец-то нашла точку ловли, пробила эхолотом, глубина будет где-то до 6 метров. Здесь такая идет достаточно резкая бровка. Все, пришлось снять эту кофту, потому что было довольно жарко все разбирать. Сейчас уже начинает подниматься такой ветерок, довольно-таки холодный. Не знаю, как собака терпит в этой воде. Сейчас сделаю стартовый закорм, где-то 10 кормовых своих кормушек заброшу, попью чай это и начинаю ловить. Неужели эта сеть вон валяется? Ну, сейчас посмотри, ребят. Ну, ребята, смотрите, сетка огромная. Огромная сетища, просто нереальная. Так вот, ребят, выглядит моя поляна сегодня. Палатка, видите, там креслица. Красивенько. Вот такой вот корм у меня получился. Сюда я нарезала сейчас лиманника, кормового мотыля и опарыша белого с красным. Это все смешала и собираюсь сделать стартовый закорм. Где-то, может, ну, штучек вот 10 таких кормушек сейчас заброшу на точку ловли.
Вообще я посчитала, сколько оборотов моей катушки, но у меня есть колышки, поэтому я отмерилась на колышках, и если вдруг я потеряю клипсу или потеряю расстояние, я смогу вернуться к точке ловли по колышкам. Все, заполнила, закормила, у меня есть полчаса на то, чтобы связать крючок, попить чайку, скушать что-нибудь вкусненькое, как я и говорила. Очень долго сегодня ездили, ребят, часов 5. Я вообще в шоке, что в Нарочанском национальном парке настолько мало мест для стоянок и такие ограничения для людей. То есть стоит куча домов, люди живут прямо на берегу озер, у них там стоят машины, хозяйства. А вот рыбакам и отдыхающим нужно 200 метров стоять в специально оборудованной территории только. Эта территория там максимум размером 100 на 100 метров. Это похоже больше, знаете, не на территорию для отдыха, это больше похоже на какие-то загоны для людей. Ну, реально какие-то загоны. Я сейчас приехала на бесплатник. В чем проблема сделать вот такие же окошки везде, чтобы были? И в чем проблема просто везде поставить какие-то столики и мусорки? Нет, все для людей. Людей же надо в загон поставить в стойло правильно, как коров, как стадо. Загрузить всех в одно место, чтобы никто дальше от своего носа не отходил, дальше от своей палатки, правда? Конечно. Рак. Ой, нифига себе. Сошел. Был рак. Только что, ребят, шел рак. Я его не дотянула, правда, до конца. Свалился, но он был. Он был, это прикольно. На одного мотыля колечко. Он решил взять и ее кормить тачку. Прикольно. Ребятки, смотрите, сейчас что похаваем. Пока ничего не клюет. Клюнул один рак и один абсцесс на мотыля. И я вот сейчас решила немножко, чтобы отдохнула точка, поставить 4 опарыша и пучок мотылей. Ну, типа, а вдруг там что-нибудь большое. И ничего не клюет. Странно. Вот. Просто захотелось перекусить. Зато сижу на берегу. Прекрасно. Офигенно. Люди тоже ловят. Будем надеяться, что вечерний клев еще впереди. Была у меня поклевочка на одного мотыля колечком. И все, и молчит. И вот я сейчас тяну, и там есть. Слушайте, ну я надеюсь, это рыба, не рак. Посмотреть на рыбу хочу здесь, которая есть. Есть ли здесь какая-то рыба? Есть, ребят. Есть рыбка. Уху! Поймала один хорошо. Плотвичку. Че, отлично. Плотва. Есть плотва, значит, может быть и подлещик. Да, Рамс? Смотри, какая рыбка. Смотри, какая рыбка. Видишь? Мы с тобой на карьере поймали настоящую плотву. Есть какая-то рыбка, ребят. Эй, эй.
Густера, ребят, густера. Такая вот. О. Неплохая. Решила крючок перевязать. Сейчас получила поклевку на мотылька. И это еще плотвичка. Да, небольшая, но это, видите, плотвичка. Тяжело вытягивать издалека. Вот она где-то уже здесь, да, что-то вон тяну. Что это такое? Что это? Господи, что это? О боже мой, вот это ракушечник. А ракушечник это значит, что там может быть лещ, другая рыбка, и они могут питаться. Смотрите, видите? Рыба очень осторожная. Вода, видно, еще не совсем прогрелась. Все-таки это карьер, он довольно-таки глубокий. На точку стала маленькая плотвичка, попалась густера. А там, где подкормила она поплавок, был выход очень крупного хищника хорошего. Он прогнал плотву. Вот. К сожалению. Ну что, будем ждать. Есть, ребят, какая-то рыбка, походу. Такая вот плотвичка. Чуть-чуть побольше на опарыша с мотылем. Во, чистенькая, хорошенькая тараночка такая вот. Сейчас мы ее пойдем запустим вот сюда. Оп. Ой, ребят, и вот разожгли здесь угли. Чуть-чуть веточек есть, чуть-чуть дровишек есть. С соседних полянок все постаскивали, пособирали. Будет пока что погреться чем. И вот на вот этих штуках буду ставить шампуры. И жарить буду вот такие вот вкусняшки. Колбаски. Ребят, если сейчас не расклюется, завтра вернусь на Свирь. На Свири побоялась оставаться, потому что в рамках Нарочанского заповедника разрешена стоянка, ночевка и розжиг костров только на специально организованных местах. Там специально организованное место, оно одно,
Там люди, дети, собаки другие, я не знаю, короче. И все друг другу на голову садятся, мне такое не нравится. Ужин готов, ребята. Сосисочки уже подошли. Колбаски пальцем пиханные. Они сосисочки. Сейчас я все снимаю вот сюда. Все быстро, все просто, максимально. Чтобы не напрягаться. Не это, потому что выходные у меня насыщенные. Голова устает. Хочется чего-то по-простому сделать. Вот. И получились вот такие вот сардельки с овощами. Так. Вот такая вот красота. Вкусненько. То, что надо. Горячий. Я все время говорю. Вечерний клев. Ну, наверное, если не будет вечером, будет с утра. Ой, наверное, не будет с утра, наверное, будет вечером. И все время надеюсь на то, что будет клев когда-нибудь. Ну, такой прям клев настоящий. Надо, ребят, куда-то на Карпятничек уже ехать. Ловить карпа. Карпы нас ждут большие и вкусные. Сделала подтяжечку, и мне попалась вот такая вот шестерка. Отличная. Красотулечка. Ставлю огромный пучок внутри и возвращаю на то. Вытягиваю руку, чтобы даже, возможно, заступила чуть-чуть приманка за точку моей ловли. Может, там кто-нибудь хочет взять, покушать мотыля, но боится. И мы его обманем и заставим это сделать. Наконец. Смотрите, как вода живет. Такое живое озеро. О, смотрите, хищник гоняет малька. Видите как? Интересно. Красота. Вообще просто. А там вот вдалеке, вот там вот, просто не успокаиваются чайки. А вот там река, которая впадает прямо сюда. Доброе утро, друзья! Рассвет подкрался незаметно, завтракаю и переезжаю на новое место.
Вот такие вот плотвички с густерками здесь поклевывали, меленькие. Ну, таких можно на живца ставить здесь и ловить щуку. Опа. Вот так вот, ребятки, делаем. Опа. Горит. О, как хорошо горит, а? Посмотрите. Класс. А здоровая какая, вы понимаете? Что ж вы, люди, с ума сошли, а? Что я могу сказать, друзья, про карьер Белая? Очень глубокий водоем, в который впадает река Вилия. Очень много мусора. Есть браконьеры, потому что я спалила сетку. Рыба есть, безусловно, особенно хищник вблизи береговой линии. Сама неоднократно видела, как окунь гоняет малька. И не только окунь, мне показалось, что щуки здесь тоже много. Но в конце вечера произошла интересная поклевка прямо на забросе, когда я поставила длинный поводок, вытянула руку максимально вперед на забросе, наверное, перекинула немножко свою точку. У меня началось такое, как пить. Представляете, те, кто ловит на реке, они представляют, как перепрыгивает кормушка. Там перепрыгивать нечему. Я сначала не поняла, а потом как поняла. Но, увы, было уже поздно. Вот. Ночью, естественно, я не ловила, потому что ловить запрещено. Ночью у нас сейчас еще весенний запрет. Что я могу сказать? Я еду на другой водоем. И надеюсь, что мне на нем повезет. Будем надеяться, что все будет